you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим два новеньких аудиофильских кабеля для внутриканальных наушников от компании Gu Hi-Fi. И, конечно же, как всегда, подробно поговорим с вами о самом главном, о том, как именно они влияют на звук и вообще для каких наушников они лучше всего подойдут. И оба этих кабеля мне пришли вот в таких вот кейсах. И начнем сразу с более дорогого аудиофильского кабеля, который называется Gu Hi-Fi 267 линжи стоимостью 9700 рублей. Он четырехжильный, довольно увесистый, но тем не менее удобный в использовании за счет своей гибкости. И конечно, как я заказывал, он получил коннекторы 2 пин и балансный штекер на 4,4 мм джек с вот такой вот очень красивой фурнитурой, которая мне реально очень нравится. И вот в своем составе он использует монокристаллическую медь 7N OCC от компании Furukawa, плюс смешанное экранирование из меди и серебра. И на мой взгляд, этот кабель не только выглядит прям очень хорошо, но и звучит, ребята, еще лучше, чем вообще можно себе это представить. И вот тут-то давайте обо всем по порядку. И знаете, друзья, послушав этот кабель с разными наушниками из моей коллекции, я довольно быстро понял, что он сразу делает акцент на глубокой, чистой и технически собранной подаче. Это тот случай, когда кабель не просто там что-то слегка корректирует, а реально помогает наушникам звучать уже более уверенно и структурированно. И в первую очередь сразу заметно, что низкие частоты с этим кабелем ощущаются прям заметно глубже и массивнее. Появляется приятная упругость в ударах, и в целом бас становится уже более четким и собранным в подаче. Да так, что нету никакой размытости или рыхлости, а наоборот появляется хорошая структура и контроль, за счет чего низ читается уже намного легче и увереннее. И особенно это хорошо раскрывается на изначально далеко не самых басовитых по подаче наушниках, которым как раз таки не хватает веса, некоторого фундамента и более прозрачной текстуры и разделения партии уже в более каких-то сложных треках. А вот дальше внимание плавно переходит на средние частоты. И здесь вот этот кабель тоже приятно удивляет, поскольку с ним середина становится уже более чистой, прозрачной и живой. При этом добавляется ощущение телесности и плотности в области нижней середины, но без потери той самой вот этой изначальной ясности в подаче, за счет чего вокал звучит уже выразительнее, инструменты все лучше разделяются, и в целом появляется ощущение, что звук уже становится куда более свободным и естественным. Но подождите, друзья, ведь это еще не все, ведь высокие частоты с этим кабелем тоже раскрываются интересно. Они становятся заметно чище, яснее и прозрачнее, добавляется больше деталей и общей технической проработки. При этом нету ни капли какой-то лишней резкости или каких-то там светлых акцентов. Все подается прям аккуратно, но с очень хорошим уровнем информативности. И именно поэтому этот кабель просто прекрасно подойдет для изначально темных или приглушенных по подаче наушников, которым как раз таки не хватает того самого ощущения воздуха и большей открытости. И все это, конечно, также напрямую влияет и на звуковую сцену. И вот она становится прям заметно шире, свободнее и уже намного легче воспринимается. И даже появляется более лучшее ощущение пространства и более точная локализация самих инструментов. И с этим кабелем музыка в какой-то степени буквально раскрепощается. И слушать ее, друзья, за счет этого становится уже куда заметно интереснее. Ну и в итоге я пришел к тому, что Gu Hi-Fi 267 это кабель, который делает звук глубже, чище и техничнее, при этом добавляя контроля и прозрачности по всему диапазону. И на мой взгляд, он отлично подойдет тем, кто хочет немного оживить подачу, добавить детализации и раскрыть наушники уже с более точной и свободной стороны. В общем, ребята, из последних кабелей, что я тестировал в этом бюджете, это прям крайне интересный вариант, так что рекомендую к покупке его смело.
Ну а теперь давайте поговорим о следующем кабеле, который именуется как GU Hi-Fi 198, и сейчас на Алиэкспресс он обойдется вам примерно в 7800 рублей, и это уже тоже четырехжильный, но куда более легкий кабель. И понятное дело, что он тоже совершенно не путается и очень приятен в использовании. Но этот кабель уже был выполнен в совсем другой расцветке и с другой фактурой, и с совершенно другой, и на мой взгляд все же чуть более простой фурнитурой. Но тем не менее, по качеству, понятное дело, что тут тоже все хорошо. И этот кабель, как и предыдущий, тоже получил коннекторы 2 пин и балансный штекер на 4,4 мм джек. В общем, как мне нужно. А вот в качестве проводника он уже использует гибрид 7N OCC с золотым покрытием и графеном, погруженным в масло. И вот это, друзья, тоже звучит не менее интересно, согласитесь. Поэтому давайте не будем терять время и обсудим, что же в итоге мы получаем с этим кабелем на практике. Ну и вот смотрите, друзья, когда после 267 я подключил 198 кабель, то здесь я сразу заметил, что характер поменялся довольно ощутимо. Если предыдущий вариант был больше про чистоту и максимальную техничность, то этот кабель сразу дает более теплую, мягкую и обволакивающую подачу, за счет чего музыка начинает восприниматься гораздо более уютно и насыщенно. И сразу заметно, что низкие частоты с этим кабелем ощущаются плотнее и массивнее. Появляется больше веса и глубины, бас становится уже не таким строгим и собранным, как у 267, а более как будто мягким и обволакивающим, но с приятной наполненностью, за счет которой удары ощущаются очень уверенно, но при этом у них нету какой-то излишней энергичности. Все подается так очень плавно и с явной основательностью и теплом. А вот переходя к средним частотам, то тут сразу ловишь себя на том, что звук уже становится более объемным и насыщенным. Вокал звучит уже ближе, теплее, эмоциональнее, и появляется больше телесности и плотности во всей подаче, за счет чего инструменты воспринимаются уже более крупными и с приятной плотной фактурой. И музыка даже начинает звучать уже куда более живо и вовлекающе, без ощущения какой-то сухости или излишней мониторной аналитичности. Ну а вот высокие частоты здесь подаются прям заметно мягче и спокойнее. Они не стремятся вытащить максимум всех мелких деталей, как это делает 267, а скорее делают звук более комфортным и гладким, что особенно будет полезно на более ярких по характеру наушников. Но при этом нужно понимать, что вся необходимая информация тут сохраняется, просто подается уже аккуратнее и без каких-то лишних акцентов, благодаря чему слушать музыку можно долго и вообще без какого-либо утомления. Ну и звуковая сцена становится не столько шире, сколько более глубокой и объемной, с акцентом на телесность образов. Звук ощущается уже более цельным, плотным и словно вас обволакивает. И в целом подача воспринимается более музыкальной и в какой-то степени расслабленной. То есть опять же, это уже совсем другая подача в сравнении с 267. И поэтому, друзья, я всегда говорю вам, как важно выбрать реально подходящий кабель под конкретно ваши наушники. Ну и в итоге, друзья, я пришел к тому, что GU Hi-Fi 198 это кабель для тех, кто хочет добавить звуку тепла, объема и эмоциональности. Он не про максимальную техничность, а про комфорт, насыщенность и вовлеченность, что особенно хорошо подойдет для более светлых или сухих по подаче наушников, которым как раз таки не хватает плотности и музыкальности. Ну а на этом, друзья, у меня на сегодня все. А все ссылочки на покупку этих кабелей вы найдете в описании и закрепленном комментарии под этим видео. Ну а я очень надеюсь, что этот обзор был для вас как всегда полезным и помог вам лучше понять реальные различия, которые существуют между этими кабелями. Всем спасибо за просмотр, всем отличного звука, хорошего настроения и до скорых встреч уже в новых обзорах.